Всех приветствую! Мы сегодня варим с вами самоваренную морилку из коры дуба. Значит, я набрала в кастрюлю обычной воды из-под крана, набрала 3,5 литра. По моей отметочке 3,5 литра. Значит, я взяла вот такую кору дуба. Но у меня не было в аптеке, вот надо вот на это количество воды 3 упаковочки. Я обычно так варю. Ну, взяла вот такую, попробую добавить третий такую кору. Посмотрим, что с этого выйдет. Значит, смотрите, как я поступаю. Всю кору я высыпаю в мою кастрюлю с водичкой. Все 3 пакетика. Вот так. И это вот такое, она немножко даже как пыльнее, чем. Так, ну, посмотрим. Так, вот, высыпаем. Все, погружаем ее аккуратненько, включаем, и как только она закипит, мы где-то часа полтора должны ее варить, ну, на медленном огне. За 15 минут до того, как выключать, вот в час 15, вот час 15 покипит, мы добавим туда соду. Я потом покажу, сколько и как добавлять. Все, пока что все, пусть оно начинает закипать, и на медленном огне пусть себе час 15 варится. Значит, прошло у нас час 15 минут. Выключила я огонь. Убрала я полностью огонь. И 15 минут наша смесь постояла без плиты. В общем, ну, час 15 мы поварили. И 15 минут без огня постояла, чтобы она слегка остыла. Смотрите, что я дальше делаю. Значит, беру обычную соду, насыпаю в отдельную пиалочку, где-то так вот, столовая ложечка, слегка с горкой, вот смотрите, вот так вот насыпаю я. И наше варево, вот это вот, немножко, по чуть-чуть я в него добавляю, потому что, ну, очень пенится, видите, сода, поэтому надо, ну, по чуть-чуть добавлять. Если вы всю фуганете, то у вас катастрофа будет на плите, все вы запачкаете, все это будет бурлить, шипеть, и все, ну, все будет грязно у вас в этой коре, тут уже вам не захочется ничего, этих трубочек, надо вот по чуть-чуть, вот она немножечко пенится. По чуть-чуть я всю вот так вот соду добавляю. Она гасится. Что нам дает, значит, сода? Сода нам даст закрепление цвета. Вот еще всю соду нашу я постепенно, не спешу, смотрю, вот она гасится, постепенно я ее подмешиваю еще и добавляю. Затем я еще включу плиту на маленьком огне. Вот закипит оно, тоже смотрите, чтобы аккуратно, потому что там уже сода есть, оно может опять бурлить, когда начнет закипать. По чуть-чуть добавляйте, контролируйте температуру. В общем, ну, доведите опять же до кипения еще эту нашу смесь, и пусть она покипит еще минут 15. А потом я вам опять расскажу, что делать. Так, все, вот эту вот всю соду я уже добавила сюда. Все, видите, она такая все пенится. Подмешала я все. И теперь я включаю опять плиту. Вот она закипит. Смотрите, чтобы не бурлила. Уже там сода, это через верх может бурлить. Все, вот закипит, и 15 минут пусть на медленном огне еще покипит. Все, наша морилочка покипела еще 15 минут. Вот она буквально млела там у меня потихонечку. Вот какая она сейчас. Теперь нам нужно ее процедить. Значит, я беру другую посуду, ставлю в нее такое вот сито. И еще марлечка у меня здесь вдвое, втрое, как вам, ну, моя рабочая марлечка. И беру обычный ополойник и
нашу морилочку будем процеживать. Так, процедим мы всю морилочку. Отожмем все капельки с нашей марли. Ну, аккуратно, там оно горячее, конечно. Вот. Потом я беру лоточек, где я буду купать. Вот лоточек. И наливаю сюда в лоточек свою морилку. Я не жду, пока она полностью остынет. Ну, такое, чтобы вот в перчатках, чтобы я все равно не обожглась. Да и трубочка, чтобы не раскрутилась. Я боюсь в горячей купать, очень в горячем. Ну, вот такое вот, чтобы рука вот нормально ощутимо было, ей горяченькую такой. Я люблю горячий, потому что трубочка более насыщенный цвет тогда у нее вот. Вот. Процеживаем, купаем и потом встретимся. Я вам покажу, расскажу, что я делаю дальше. Так, морилочку я налила себе в лоточек. Такая она уже достаточно нормальная на ощупь. Но не остывает. Я не люблю остывшие, я уже говорила. Значит, и обычным образом купаем наши трубочки. Морилочки купаем. Лишнюю жидкость сливаем. И укладываю на решеточку, но предварительно я бумажкой застелила. Я буду их сушить в духовке. Можно так, конечно, их сушить в комнате, на балконе, где вы там придумаете, но это будет долго. Я сушу в духовке. Вот таким образом. Значит, я еще сейчас покупаю. Это примерно на противень у меня вот так вот 200 трубочек я укладываю. Вот. Духовку разогреваю, значит, где-то 100-120 градусов. Так, еще вот похлопочку ложим. Ложим вот так вот. И следующую часть купаем. Это будет 200 трубочек. Значит, духовка где-то 120 градусов на режиме конвекция или обдув, как вы там. Вот. И не приоткрываю, а вот так вот и сушу их. Ну, на режиме конвекции или же обдув он называется. Где-то вот минут 10, каждые 10 минут я к ним смотрю. Я потом покажу, как это я делаю. Значит, вот мы покупали и будем сейчас в духовку. Так, смотрим, мои трубочки уже в духовке минут 5. Вот мои 120 градусов. Вот режим конвекция. Вот они уже минут 5-6. Здесь уже они даже потемнели. Вот еще 5 минут. Я возьму одну трубочку и потрогаю их. Вот. Запотевает, конечно, окошко. Можно периодически выпускать пар, приоткрывая немножечко духовку таким образом и выпускать пар немножечко, чтобы выходил. Но ни в коем случае их не ворошить руками, вот их не надо вот ворошить. Пусть они вот как положили, пусть до конца вот в таком положении они и сохнут. Из-за этого может меланж уйти. Вот если хотите меланж, не ворошите. Еще раз я вам покажу, что у меня получилось. Значит, я варила. Получилось у меня выходом 2,5 литра морилочки моей. Я окрасила 1200 трубочек. Остался у меня литр. Я его убираю смело в холодильник. Но перед тем, как я буду окрашивать тем раствором оставшимся, что с холодильника, я обязательно его подогрею. Подогрею, и только таким я буду подогретым им окрашивать опять же трубочкой. Они более насыщенные, я повторяю. Смотрите, вот мои трубочки. Вот какой получился меланж. С одной стороны трубочка более темная, с другой более светлая. Мне нравится такой. Смотрите, я на белой бумажке покажу вам трубочку. Какая она. Вот такой ее меланж. И, ну, раньше я окрашивала еще и собирала вот акацию, кору акации тоже. Ну, конечно же, сухую. Я дерево не портила. Вот. И
это год где-то этой корзиночки. Вот, он немножко, скажу, вот со временем она светлеет. Но не сильно. Но эти трубочки и были все-таки, вот эти с акации моей самоваренной морилки, они были светлее, чем вот эти. Вот. Это все-таки кора дуба, она насыщеннее. Ну вот смотрите, через год какой цвет. Еще я окрашиваю самоваренную морилочку, варю из вот каштан собираю. Каштановые шкаралупочки я собираю. И точно так же я варю. Полную кастрюльку я натрамбовала этих каштановых шкорочек. Точно так же 1,5 часа варить. За 15 минут выключаю и добавляю точно так же соду. Сейчас покажу, какая трубочка получается из каштановых скорлупочек. Вот, посмотрите, у меня уже есть изделие. Вот мое изделие. Вот, посмотрите, тоже отличный цвет. Правда, я здесь купала 2 раза и не делала я меланж. Вот. Это вот тоже моя самоваренная морилочка. Вот какой цвет получается. Тоже, мне нравится. Все, это все, что я хотела рассказать. Про увлажнение отдельно расскажу, как увлажнять такие трубочки. Но я их сушу полностью. Самоваренную морилку сушу полностью, иначе будет махриться. Вся вот эта вот... В общем, помахрится у вас бумага. Я такое не люблю. Вот.